Как повествуется в одной знаменитой древней легенде, некогда в прекрасных рощах Ливана родились 3 кедра. Кедры, как всем известно, растут очень и очень медленно. Так что наши 3 деревья провели целые века в раздумьях о жизни и смерти, о природе и человечестве. Они видели, как на землю Ливана прибыли посланники царя Соломона, и как затем в битвах с ассирийцами земля эта омывалась кровью. Они видели лицом к лицу заклятых врагов Иезавель и пророка Илию. При них был изобретен алфавит. Они дивились, глядя, как мимо проходят караваны, загруженные красочными тканями. И в один прекрасный день кедры решили поговорить о будущем. «После всего того, что мне довелось повидать, — сказала первая, — я хотел бы превратиться в трон, на котором будет восседать самый могущественный царь на земле. А я хотел бы стать частью чего-то такого, что навеки вечное преобразит зло в добро, — сказал второй кедр. Что до меня, — сказал третий, — то я хотел бы, чтобы люди, глядя на меня, всякий раз вспоминали о Боге. Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу появились дровосеки. Они срубили кедры и распилили их. У каждого кедра было свое заветное желание, но реальность никогда не спрашивает, о чем мы мечтаем. Первый кедр стал хлевом, а из остатков его древесины соорудили ясли. Из второго дерева сделали грубый деревенский стол, который позже продали торговцу мебелью. Бревна от третьего дерева продать не удалось. Их распилили на доски и оставили храниться на складе в большом городе. Горько сетовали 3 кедра. Наша древесина была так хороша, но никто не нашел ей достойного применения. Время шло, и вот однажды, звездной ночью, некая супружеская пара, не нашедшая себе крова, решила переночевать в хлеву, построенном из древесины первого кедра. Жена была на сносях. Той ночью она родила сына и положила его в ясли на мягкое сено. И в тот же миг первый кедр понял, что мечта его сбылась. Он послужил опорой величайшему царю земли. Несколько лет спустя в одном скромном деревенском доме люди сели за стол, сделанный из древесины второго кедра. Прежде чем они принялись за еду, один из них произнес несколько слов над хлебом и вином, стоящими на столе. И тут второй кедр понял, что в этот самый миг он послужил опорой не только чаше с вином и блюдцу с хлебом, но и союзу между человеком и Богом. На следующий день из 2 досок третьего дерева сколотили крест. Через несколько часов привели израненного человека и прибили его ко кресту гвоздями. Третий кедр ужаснулся своей участи и принялся проклинать жестокую судьбу. Но не прошло и 3 дней, как он понял уготовленную ему долю. Человек, висевший на кресте, стал светочем мира. Крест, сколоченный из древесины этого кедра, превратился из орудия пытки в символ торжества. Так исполнились судьбы 3 ливанских кедров. Как это всегда бывает с мечтами, мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они себе представляли. Аминь.